Путин обсудил топливный рынок, удары по МПЗ, запрет на экспорт дизеля и бензин по 197 рублей в Севастополе. Некоторые люди из тех регионов, где серьезные проблемы с топливом, страшные вещи пишут в соцсетях. Подъезжает бензовоз на АЗС топливо сливать. Они принимают. Подземные цистерны полные. Сливать некуда. А на бензоколонках таблички «Топлива нет». Как так? Если это не вымысел, почему местные власти тут же не приедут, не проверят уровень топлива в хранилище и не возьмут за задницу владельца АЗС? Почему не продает? Почему придержал? Наши неудобные ролики блокируют алгоритмы. Просьба подписаться, поставить лайки, поделиться с теми, кто должен знать, что происходит на самом деле. На совещании с правительством Владимир Путин отдельно остановился на ситуации в российском топливно-энергетическом комплексе. Тема прозвучала не случайно. Президент заявил, что удары по объектам топливно-энергетического комплекса являются попыткой Украины создать напряжение внутри российского общества. По его словам, расчет делается на то, чтобы вызвать у людей тревогу из-за топлива, очередей на заправках и скачков цен. При этом Путин подчеркнул, что по его оценке добиться такого результата не получится. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий. Один из самых высоких в мире, сказал глава государства. Отдельно президент упомянул сельское хозяйство. По его словам, Минсельхоз докладывает, что проблем с обеспечением аграриев топливом нет. Это важный момент, потому что для сельхозпроизводителей перебой с дизелем в сезон может быстро превратиться уже не в транспортную, а в продовольственную проблему. Тем не менее, Путин потребовал от правительства не затягивать с решениями. Он попросил оперативнее реагировать на ситуацию и постоянно докладывать о принятых мерах ему и председателю правительства. Основной доклад по ситуации с топливом сделал вице-премьер Александр Новак. Он признал, что положение остается сложным. По его словам, из-за продолжающихся ударов по объектам топливно-энергетического комплекса и повреждений на нефтеперерабатывающих заводах в стране произошло временное частичное сокращение производства бензина и дизельного топлива. Это не означает полной остановки производства, но даже частичное выпадение объемов быстро отражается на рынке. Особенно если одновременно приходится менять привычные маршруты доставки и перераспределять топливо между регионами. Новак сообщил, что правительство уже задействовало несколько мер. Работающие МПЗ загрузили максимально, сроки плановых ремонтов перенесли, а на рынок направили топливо из ранее накопленных запасов. То есть власти попытались закрыть дефицит сразу тремя способами: увеличить выпуск там, где заводы продолжают работать, отложить ремонтные остановки и использовать резервы. Но полностью снять напряжение пока не удалось. Отдельной проблемой стал рост спроса на моторное топливо. По словам Новака, он увеличился примерно на треть. Для топливного рынка это серьезная нагрузка. Даже если дефицит не является критическим по стране в целом, локально он может быстро проявляться в очередях на заправках, ограничениях на отпуск топлива и росте цен. Вице-премьер отметил, что из-за изменения логистических маршрутов и увеличения спроса выросла нагрузка на заправочные сети. На одну колонку стало приходиться больше автомобилей, а время заправки увеличилось. Именно это, по словам Новака, вызывает беспокойство у людей. Для автомобилиста ситуация выглядит просто. Он приезжает на АЗС, видит очередь, ограничения или резко изменившуюся цену. Объяснения про МПЗ, логику и биржевые механизмы в этот момент отходят на второй план. Одной из главных мер стало ограничение экспорта. С 8 июля правительство ввело запрет на вывоз дизельного топлива. Действовать он будет до конца этого месяца. Ранее аналогичные ограничения уже вводились для бензина и авиакеросина. Теперь под запрет попал и дизель. Логика понятна: если на внутреннем рынке возникает напряжение, дополнительные объемы нужно оставлять в стране, а не отправлять за рубеж. Особенно это важно для сельского хозяйства, грузоперевозок, коммунального сектора и регионов, где дизель играет ключевую роль. Новак также сообщил, что в этом месяце Россия начинает импортные поставки нефтепродуктов.
Это важная деталь, потому что для крупного экспортера топлива сама необходимость импорта выглядит показательно. Но в условиях повреждений МПЗ и сложной логистики власти решили задействовать и этот инструмент. Еще одна мера – увеличение производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Речь идет о том, что временное смягчение требований к части топлива позволяет быстрее нарастить выпуск. Чем выше экологический стандарт, тем больше технологических операций требуется на МПЗ. Если часть требований временно ослабляют, завод может произвести больше топлива за меньший срок. Для рынка это способ получить дополнительные объемы. Для автомобилистов вопрос к качеству топлива и его влиянию на современные двигатели. Но в условиях дефицита власти, судя по всему, считают этот шаг необходимым. Правительство также продлило еще на год нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок. Кроме того, достигнута договоренность РЖД о скидках на железнодорожные тарифы. По словам Новака, это нужно для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива. Иначе говоря, мало просто найти топливо за рубежом. Его еще нужно привести так, чтобы конечная цена не стала бессмысленной для рынка. Железнодорожный тариф здесь играет заметную роль, особенно если речь идет о доставке в удаленные регионы. Еще одно направление – контроль за ценами. Новак сообщил, что правительство ограничило предельный рост стоимости топлива в ходе биржевых торгов. Это решение должно сдерживать резкие скачки цен, которые затем быстро отражаются на оптовом рынке и на независимых заправках. Особое внимание уделили независимым АЗС, в стране их большинство, и именно они оказываются наиболее уязвимыми в кризисные периоды. В отличие от крупных вертикально интегрированных компаний, у независимых сетей обычно нет собственных нефтеперерабатывающих заводов. Они закупают топливо на бирже и у посредников, поэтому сильнее зависит от оптовой цены. Теперь такие АЗС переводят на прямые отношения с нефтяными компаниями. Цель – убрать лишних посредников, сделать поставки стабильнее и снизить риск спекулятивных наценок. Мониторинг цен правительство ведет вместе с Федеральной антимонопольной службой. По словам Новака, контроль за ситуацией идет постоянно. В регионах работают оперативные штабы. Они должны отслеживать ситуацию на местах, оценивать объемы топлива и определять приоритетных потребителей. Это означает, что в случае напряжения власти на региональном уровне могут решать, кого обеспечить в первую очередь: аграриев, коммунальные службы, общественный транспорт, социальные объекты, экстренные службы или коммерческих потребителей. Новак также сообщил, что некоторые регионы вводят временные ограничения на отпуск нефтепродуктов. Это делается для более равномерного распределения спроса и предотвращения спекуляции. Такие ограничения обычно вводятся не от хорошей жизни. Если люди начинают заправляться впрок, покупать топливо в канистры или пытаться перепродавать его дороже, локальный дефицит усиливается. Поэтому власти пытаются удержать ситуацию хотя бы административными методами. Отдельный блок совещания касался Крыма и Севастополя. Именно там прозвучали самые резкие цены. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что топливо в городе подорожало более чем в 2 раза. По его словам, литр самого популярного бензина АИ-95 на официальных заправках стоит 197 рублей. Для сравнения он привел цену в соседнем Краснодарском крае – 73,5 рубля за литр. Разница огромная, и она показывает, насколько сильно цена топлива может зависеть не только от производства, но и от логистики. Крым и Севастополь находятся в особом положении. Доставка туда сложнее, маршруты ограниченнее, а любые перебои сразу отражаются на рынке. Развожаев назвал ситуацию в Крыму сложной. По его словам, логистика обеспечивается, поставки наращиваются, но пока выйти на нормативный режим не удалось. Севастополь, как сообщает губернатор, сейчас получает в среднем только треть от потребностей города. Эта фраза фактически объясняет, почему цена так резко оторвалась от соседних регионов. Когда предложение закрывает только часть потребностей, рынок начинает реагировать очень быстро.
очередями, ростом цен и неврозностью потребителей. После доклада по Севастополю Путин обратился к Новаку и поручил как можно быстрее принять решение по субсидиям для Крыма и Севастополя из-за подорожания топлива. Президент отметил, что возможности для этого есть. Смысл субсидий в такой ситуации – компенсировать часть дополнительных расходов, которые возникают из-за сложной логистики и высоких цен. Без такой поддержки топливо в удаленных и проблемных регионах может оставаться значительно дороже, чем в соседних субъектах. А как обстоят дела у вас на заправках? Пишите в комментариях.